Привет, мои хорошие, меня зовут Света. И ты кто? Женя. Сейчас у нас в Корее, надо признать, что у нас вообще не было карантина из-за коронавируса в этот раз. И сейчас Корея практически уже, говорят, справилась. У нас только по 10 человек в день заболевает новых, поэтому так как весь мир сидит на карантине, то, естественно, корейцы не могут выехать за границу. А у нас сейчас 30 апреля День Будды по солнечному календарю. Его отмечают. И 5 мая у нас будет День детей. Два праздника, плюс еще в середине выходные, поэтому многие люди взяли пятницу и понедельник следующий в качестве отгулов на работе. И все мигрируют по Корее, потому что выехать за границу нельзя. И только вчера, по-моему, на Чеджу улетело 36 тысяч человек. 36 тысяч человек за один день. Это не шутки. Очень много людей едут в такие курортные туристические зоны, и мы, собственно, не исключение. Даже при условии того, что вирус еще не вымер, так сказать, мы все-таки решили нечего дома сидеть эти выходные, потому что уже весна, практически лето, и нужно что-то предпринять, а то мы вообще дома плесенью покроемся. Поэтому мы решили поехать в город Тамьян на юге, на юго-леве, как его называют, юго-западе, вот, на юго-западе Кореи. Папа, мама, папа. В этом уезде мы уже были один раз 5 лет назад, и тогда еще мы были вообще совсем зелененькие, я тогда еще не снимала видео, поэтому у меня есть только пара фотографий с тех времен. Сейчас мы взяли 3 ночи, соответственно, 4 дня, 3 дня относительно мы здесь будем, и мы успеем увидеть, успеем посетить намного больше, чем в прошлый раз. Мы приехали в Хюгесо под кодовым названием «Принцесска», чтобы пожрать, потому что вся наша затея с переездом из Сеула в Тамьян продлится 7 часов. Из Сеула мы добирались порядка 8 часов. Мы выехали в 9:30, и это было уже поздно, но так как я вообще черепаха, долго собираюсь, то, к сожалению, да, в 6 мы сюда приехали только. Welcome to Тамьян! Так как нас 4 человек, то нам нужны были большие площади для размещения, поэтому мы решили останавливаться не в отеле, а взяли пеншн. По-русски, не знаю, что это по-русски. В общем, такие домики. Тут в этом месте есть еще пенсионы, эти так называемые, с бассейнами. Прям в самом доме находится бассейн. Но они стоят по 600 за ночь. А мы вот здесь. Но у нас не частный домик, у нас домик, который поделен на 4 части, соответственно, там 4 номера, 4 семьи там могут жить. И мы, так как у нас Джун, много вещей, то мы на 1-м этаже. В нашем таком домике 2 спальни, 2 туалета, гостиная и кухонька.
все есть. Вы все можете приготовить, все покупайте, даже рисоварка есть. Так как мы приехали уже поздно, то у нас совершенно не было времени на осмотр каких-то там супермасштабных достопримечательностей. Мы остановились в пеншене возле такой вот европейской деревеньки. Собственно, вот эти вот домики и основывают эту европейскую деревеньку, плюс там магазинчики. Вот, поэтому мы пришли посмотреть ее вечером. Все достаточно тоже красиво и так же кукольно, как и я помню это 5 лет назад. Но завтра нас ждет еще больше, поэтому давайте переместимся сразу в завтра, потому что сейчас мы уже идем спать. Привет из настоящего. При монтаже видео оказалось, что если бы я сразу же переместилась в тот завтрашний день, то видео получилось бы гигантским. Поэтому части будет 2. Но все же на немного переместиться в другой день все же стоит. Рядом с этой европейской деревней, в которой мы остановились, располагается аллея Меда-Секвой. И именно поэтому все в округе имеет в своем названии слово «мета». И даже наш пенсион. Но вход сюда, оказывается, платный. 5 лет назад он тоже был платный, и мы тогда заплатили, а сейчас я очень хотела туда пойти, но вся наша группа была против, поэтому мы развернулись. Совет для особо жаждущих посмотреть эту аллею. Встаете рано-рано утром, сейчас 8 часов, и идете сюда, даже еще 8 нет. Идете сюда, проверяющих здесь никого нет, и мы не одни решили воспользоваться этим советом. Тут вон сзади люди, спереди тоже люди, желающих бесплатно погулять по этой аллейке, поэтому да, вставайте рано и идите сюда наверное, до 9, потому что 9 проверяющие приходят. Вот, и что тут, если вы хотите через кустики забраться на эту аллею, то не получится, потому что здесь, во-первых, кусты очень густые, во-вторых, там забор, проволока, стена, да, стена, ров, тут не переберешься, ров с водой. Это же не специально. Пойдем сейчас устраивать барбекю. Надеюсь, вам понравилось это видео, introduction, так сказать. В следующем видео будет намного больше, в следующем видео будет вообще весь домен. Вот, поэтому не забывайте ставить лайки и писать комментарии, мне это очень важно. Бай-бай! Чего мой хороший? А я вообще где? Я в своей школе, у меня сейчас будет занятие. Сейчас из-за коронавируса вся Корея стоит, так сказать, и я работаю в языковых школах. В одной языковой школе у меня вообще занятия на неделю отменились,
А в другой школе, вот как вы видите, я сижу тут одна, ученики сидят дома, а я сижу в аудитории, и мы будем заниматься по интернету. Так, вообще, это, конечно, все печально, потому что если занятия отменяются, то я ни хрена не получаю денег. И вот за эту неделю я получу только за 4 занятия зарплату.